У меня нет времени питаться правильно. Не варите огромными объемами. То есть вы должны уже сегодня примерно себе в голове построить, что вы будете кушать завтра. Нелегко скинуть там 10 килограмм, 20, 30, 40, а уж тем более, да, кому-то еще больше нужно. Всем привет, с вами Олеся. Девочки, в этом ролике я хочу поднять такой вопрос, который я очень часто слышу. У меня нет времени питаться правильно. Как правило, 90% это просто отмазки ленивых людей. Вот и все, я по-другому сказать не могу. Но в смысле у тебя нет времени. Делайте, значит, какие-то заготовки себе заранее. Да? Вы же примерно знаете свой рацион. Ваша продуктовая корзина, как правило, одинаковая. Мясо, рыба, овощи, углеводы какие-то, да, там, кисломолочные продукты. Ну, допустим, грубо говоря, да. Это вы должны всегда, это добро у вас должно быть. Купили вы там грудку, но разделите ее там на несколько контейнеров, да, чтобы у вас всегда это было в холодильнике. Те же овощи, сезонные овощи тем более, потому что, ну, старайтесь кушать сезонные овощи, много витаминов и всего прочего, да, пока есть возможность, тем более там летом нужно набираться витаминов, когда это еще и доступно. Сама живу в Краснодарском крае, конечно, мне в этом попроще, да, то есть сезонные фрукты, ягоды, овощи у меня зачастую всегда под рукой, можно купить, поэтому сталкивалась, когда девчата там из каких-то больших городов, дальних городов, северных городов, конечно, это сложно, но, конечно, старайтесь важный аспект уделять, конечно, клетчатке, да, то есть это фрукты, овощи. Допустим, понятно, что зимой там покупать огурцы, помидоры, конечно, и по бюджету это бьет все, но всегда можно найти альтернативу, да, если там овощной салат, можешь не обязательно сделать там огурцы, помидоры, да, которые там в зимний период стоят дорого, а люди, которые живут далеко от Краснодарского края или там солнечных городов, это очень бешеные деньги стоят. Ну, как за основу можно, там, не знаю, салат с капустой себе сделать, там, свеклу отварить, морковь подключить. Очень хороший продукт и очень классный это тыква, допустим. С нее можно придумать как и горячее блюдо, так и какие-то десерты. Это абсолютно бюджетно и может себе позволить каждый. Не варите себе, девочки, вот большими кастрюлями, вот как мы привыкли, да, там наварила, а потом как получается, когда я перешла там на правильное питание, не знаю, мне показалось, что в семье ела только я. Потому что когда остаются там, не знаю, котлеты, борщи, ну как, выкинуть это жалко, да, и естественно, куда это все идет, идет все вовнутрь, ну, дабы продукты не портились. Поэтому, там, если это какое-то первое блюдо, ну, сварите на пару дней, да, там, на 2 дня, вот. Не варите огромными объемами, чтобы у вас все равно тоже вы получали удовольствие от еды, понимаете, когда вы там едите борщ там неделю, естественно, ну, уже организм хочет там что-то другого, поэтому сварили себе небольшую кастрюльку, да, там, оттрапезничали вкусно и все, и все довольны, скажем так. Допустим, если это какие-то мясные продукты у вас остаются, да, но не обязательно их запихивать в себя сразу, ну, там, заморозьте, потом, пожалуйста, вот, хорошая заготовка, поели, и уже там на какие-то форс-мажоры, когда у вас нет времени там приготовить ужин, вы уже знаете, что там кусочек мяса отварного у вас есть всегда в холодильнике. Потому что вот когда вот эти вот любые отговорки получаются, девочки, ну как ни крути, 20 минут, ну 20-30 минут в среднем, да, для приготовления там ужина или обеда, но всегда можно найти. Вот что бы вы мне ни говорили, у меня есть девочки, у которых там 3 детей, которые при этом еще работают, и они умудряются все успевать. Поэтому, когда мне девочки вот начинают эту тему поднимать, ну, я правда, я этого не понимаю, ну как так? А потом, когда ты заходишь там в соцсеть, в какой-нибудь гаджет, ну, смотрю, человек там невылазно сидит. Значит, на соцсети у нас время есть, а там 20 минут кинуть, отварить себе кусок грудки, там, допустим, нарубать салат, у нас времени нет. Вот нет времени, я не худею. Ну, вот поэтому, девочки, еще раз повторюсь, это своего рода просто отмазка ленивых людей. Поэтому убираем в себя в первую очередь лень, потому что если вы не справитесь с этим, все будут вокруг странеть, а вы нет. Для избежания ошибок, все-таки, девочки, я бы вам посоветовала, продумывайте свое меню, свой рацион заранее. То есть вы должны уже сегодня примерно в себе в голове построить, что вы будете кушать завтра.
Какие-то, может быть, если вы работаете, допустим, да, там утром или с вечера оставили себе заготовки, что знаешь, что ты придешь с работы и не накинешься как кошка на все, что у тебя в холодильнике имеется, а ты же будешь знать, у меня то-то, то-то, то-то. Всегда старайтесь, чтобы у вас были какие-то, допустим, тот же салат, какие-то овощи. То есть, и даже если, ну, вообще ничего нет в холодильнике, вы не успели приготовить, я не знаю, газ отключили, свет отключили, катаклизмы начались, тупо нарезал овощи, там отварил себе пару яиц, там кусочек сыра, все, у вас идеальный ужин готов. Поэтому хочу вас призвать, в первую очередь мы не ленимся, а доказываем себе и всем окружающим, вдохновляем всех своими результатами вот, на новые подвиги, потому что это на самом деле, конечно, пройдя этот путь, я понимаю, что это сложная работа. Нелегко скинуть там 10 килограмм, 20, 30, 40, а уж тем более, да, кому-то еще больше нужно. Это я очень горжусь такими людьми, которые попадаются на моем пути. И вот когда я сама столкнулась с этим, для меня это вот правда такая победа, когда девчонки, к которым я там имею отношение к их результатам, это очень приятно. Это очень подстегивает тебя на это. И видя девочек даже вот как меняется женщина сразу, да, то есть даже ты заходишь, смотришь ее фотографии, допустим, да, то есть это где-то какие-то селфи, вот так вот мордашечка, или она там за детьми, за мужем спряталась, ну, чтобы ее не видно было, да, ну, так-то не видно, что она там глубоко в теле женщина, да, естественно, вот, и тогда уже сразу и смотрю, уже фоточки такие пошли, уже она там в полный рост, уже так, позируем, вот, поэтому, потому что это подстегивает, это классно, это уверенность в себе, ну, и вообще это красиво, начнем с этого. Поэтому, девочки, если у вас не хватает каких-то знаний в этой области, да, какой-то мотивации, или просто нужно сделать первый шаг, и девочки, которые не ждут вечно понедельника, приглашаю вас в свой телеграм-канал, где я делюсь информацией еженедельно. Также у меня есть группа, где мы с девочками активно сбрасываем вес. В эту группу могут вступить абсолютно все. Если у вас есть желание, пожалуйста, присоединяйтесь, я помогу вам. Да, может быть, какой-то толчок, старт. Поэтому, девочки, пожалуйста, все отмазки убираем. У всех семьи, у всех дети, у всех есть работа, у кого-то их несколько, поэтому, потому что это все всегда, когда ты уже знаешь людей, да, ты все равно через тебя, когда общаешься с людьми, ты уже вольно-невольно становишься уже семейным психологом, наверное, да, и тоже вот была у меня девочка, ну вот не получалось у нее худеть. Вот, ну что ты не сделал, уже там, я не знаю, там контроль был, уже мы с ней в личке просто там, каждый стакан воды она мне отправляла, не худеется и все вот. Ну, всем худеется, ей нет. Вот, и когда уже я смотрю даже вот по продуктам питания, да, что я смотрю там, магазины, там творог, она, я говорю, слушай, ну понятно, творог, пожалуйста, можно кушать, да, там как альтернатива, все это вкусно, полезно, но не каждый же день ты его будешь кушать. Я говорю, слушай, ну приготовь там себе салатик какой-нибудь вкусный, там, что-то, какой-то овощи себе потуши, а у нее просто нет на это времени, она мне объясняет. Я говорю, ну хорошо, ну давай с тобой разложим это все по полочкам, да, там твой распорядок дня. В итоге, когда она приходит там после учебы, она просто там увлекается какими-то там фильмами, социальными сетями, все, то есть она вот этот промежуток времени, она просто тупо убивает на интернет, скажем так, да, вот, хотя я говорю, ты же можешь спокойно, там, я не знаю, включи наушники, смотри там свой фильм и параллельно там приготовь себе ужин. И все-таки помогло это наставничество, и у нее очень хороший результат. Вот, был у меня кейс, да, минус 15 у нее на сегодняшний момент, девочка счастлива, полна энергии и хорошего настроения. Поэтому, девочки, берем себя в руки, забываем про все отмазки, у нас есть все. Поэтому, девочки, подытожить с мои слова, хочу сказать, что все-таки все у нас идет от головы. Поэтому нужно настроить себя, в первую очередь, на результат. Понятно, что первые 2 недели, я вам сразу скажу, это нелегкие моменты, но если вы это переживете, вы втянетесь в режим, а в остальном все уже пойдет четко, по плану.
важно, когда все-таки ты находишься в команде, в группе, когда есть поддержка, когда ты не один, тебе не дадут опустить руки. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, либо переходите в мой Telegram, я обязательно отвечу каждому. Всем пока!